Уроки стиля с Верой Брежневой, от красной дорожки до пляжа 36-летняя, безусловно, является одной из самых ярких и стильных российских звезд. Певица регулярно попадает во всевозможные рейтинги. Вера несколько лет подряд возглавляла список самой сексуальной женщины журнала «Максим», а ее сногсшибательные наряды всегда вызывают бурное обсуждение. За последние недели Брежневу снова активно обсуждали в соцсетях после того, как она опубликовала снимки с дня рождения Валерия Меладзе, а также поделилась свежим фото в бикини. У Веры есть чему поучиться в вопросах стиля, так что сплетник.ру выбрал несколько образов на разные случаи жизни. Вечерний выход с Верой Брежневой. Главное правило – женственность и элегантность. Собираясь на торжественное мероприятие, каждая женщина хочет произвести впечатление на гостей, и неважно, идет ли речь о красной дорожке или о юбилее любимого дедушки. В погоне за этой целью многие забывают, что иногда лучше меньше да лучше. Перегруженный образ – главная опасность, которая подстерегает модниц, готовящихся к светскому выходу. Доказывает, что и без платьев, конструкторов и вавилонов на голове можно оказаться в центре внимания. Певица является желанной гостьей на светских мероприятиях. Для вечерних выходов Вера часто отдает предпочтение однотонным платьям, компенсируя минимализм цветовой гаммы роскошью кроя. Для появления на красной дорожке Каннского фестиваля звезда выбрала классический образ в стиле старого Голливуда: бриллианты, красная помада, черное платье, футляр с открытой спиной от Versace. Интересной деталью платья является линия декольте. Гламурный образ удачно дополняли элегантные туфли на шпильках от Yves Saint Laurent. Впрочем, к идеальному стилю Брежнева пришла не сразу. На разных этапах ее карьеры у нее случались провалы. Например, образ певицы на церемонии вручения премии Муз-ТВ в 2011 году, если и вызвал какие-то ассоциации с миром кино, то напомнил самые мрачные сюжеты. Миниатюрное платье телесного цвета было декорировано оборкой из черной массивной ленты, которая смотрелась так, словно Вера надела траурный венок. Не слишком подходящим для Веры было и платье от Майя, в котором она выступала на премии «Золотой граммофон» в 2015 году. Белый цвет, безусловно, украшает блондинок. Изысканным был крой, платье трапециевидной формы без рукавов с закрытой грудью подходит практически всем. Но чересчур массивным смотрелось сплетение из нитей с декоративными бусинками, делая верх платья, а вместе с тем и линию плеча, слишком тяжелым. А блестящий воротник стойко визуально укоротил шею. Зато выступление на «Песне года» в 2015 году было одним из самых эффектных появлений Веры.
певица сразила всех ярко-красным нарядом от бренда Katie's Demichauturi, на который ушло 150 метров ткани. Платье с корсетом, подчеркивающее тонкую талию Веры, и пышной юбкой выглядело по-настоящему сказочным. В таком наряде можно почувствовать себя диснеевской принцессой. Хотя такой стиль явно импонирует Вере, певица не зацикливается на платьях в пол. Получать статуэтку «Золотой граммофон» в прошлом году она пришла в ярко-розовом брючном костюме от российского дизайнера Игоря Чепурина. В сравнении с роскошными платьями костюм выглядел довольно скромным, но яркий цвет оживил образ. Наряд Вера дополнила туфлями в тон с эффектными атласными завязками. А вот выход в другом брючном костюме снова можно отнести скорее к промахам певицы. Наряд в пеструю полоску от бренда, которым владеет коллега Брежневой по сцене, певицы Кети Тапурия, не подходит Вере. Не очень удачно подобранный цвета для полосок, да и такая расцветка уместнее смотрелась бы на летнем платье-футляре. На костюме, из-за более сложного кроя, стыки полосок смотрятся грубовато и нарушают силуэт. А из-за пестроты невыигрышно смотрятся и удлиненные брюки, больше похожи на какой-то утрированный театрально-цирковой костюм. Кажется, Вера вот-вот наденет маску и вскочит на ходуле. Однако за пестротой Вера не гонится. Черный и красный явно относятся к любимым цветам эффектной блондинки. Наряды этих оттенков певица часто выбирает для появления на публике. На одном из выпусков шоу «Успех» появилась в черном платье с глубоким декольте и рукавами в виде балетных пачек от российского бренда Katie's Demichauturi. Это платье пользовалось популярностью среди селебрити, в нем же была замечена и Леди Гага. Примерила платье и оперная дива Анна Нетребко. Впрочем, Вера не избегает и более смелых идей, но и не злоупотребляет ими. Поэтому выход певицы на дорожку церемонии вручения премии Муз-ТВ в этом году в платье с двумя провокационными разрезами произвело настоящий фурор. На заре своей карьеры, когда Вера еще была солисткой группы Вегра, она появлялась в куда более прямолинейных и откровенных нарядах намного чаще. С тех пор стиль певицы претерпел большие изменения. И, похоже, в этой эволюции победили элегантность и осознание, что в женщине все-таки должна быть загадка. Все части тела разом звезда давно не оголяет. Брежнева умеет выбирать наряды, которые максимально выгодно подчеркивают ее фигуру и не перегружены аксессуарами. И этот урок явно стоит запомнить, даже если на такие экстравагантные платья решится не каждый из нас.
Прогулка с Верой Брежневой — главное правило, комфорт и эксперименты. Многим кажется, что стиль чисуал не требует особых усилий, выбежать в город по делам можно в чем угодно. В конце концов, базовые джинсы и белая майка спасут положение для любой неформальной встречи. Но как раз таки повседневная жизнь – это отличная возможность поэкспериментировать, примерить на себя актуальные тренды, идут ли мне спортивные штаны, и попробовать новые сочетания. Инстаграм Веры Брежневой – настоящий путеводитель не только по красным дорожкам самых престижных мероприятий, но и отличный советчик каждой модницы, если нужно придумать интересный образ в стиле чисуал. Вне съемочных площадок и концертных залов Вера часто отдает предпочтение нежным пастельным тонам, ведь светлая гамма очень идет блондинкам и придает образу романтичности. С симпатией Вера относится и к цветочным принтам. Для прогулки в горах со старшей дочерью Соней певица выбрала короткое приталенное платье с флоральным принтом и прозрачными рукавами. Соня выбрала платье в схожем стиле такой же длины. Оба образа отлично дополняют друг друга и смотрятся очень гармонично. Певица любит одеваться со своими дочерями в одном стиле, а подписчики не перестают удивляться, насколько молодо и свежо выглядит Вера, и пишут певице комплименты в комментариях. Жизнь удалась, если ты выглядишь чуть старше дочери, вы как ровесницы даже. Как сестры. Не забывает певица и о модных трендах: свитшоты, джинсы, свободные рубашки и костюмы из укороченных брюк и пиджаков оверсайз также занимают свое место в гардеробе певицы. В бешеном ритме города нельзя забывать и о собственном комфорте. Выбежать по делам без шпилек уже давно не преступление. Вера не боится выглядеть не как звезда. Певица спокойно делится с подписчиками фото без укладки и макияжа, а также снимками удачных образов на каждый день. Демократичные голубые джинсы, бананы и белые кеды – отличный вариант для города. В повседневном гардеробе ошибок у знаменитостей куда меньше, но все-таки встречаются. Пример Веры наглядно демонстрирует, что широкие шорты до колена должны исчезнуть без следа, как и корабли в треугольнике, который дал название этому несуразному предмету гардероба, способному изуродовать пропорции даже идеального тела. Похожий вердикт можно вынести и рваным джинсам, которые раньше появлялись в гардеробе Брежневой довольно часто. Конечно, на отдыхе можно расслабиться, но кажется, Вера и сама поняла, что другие модели идут ей больше, или просто устала от поднадоевшего всем тренда, который в солнечные дни грозит еще и неравномерным загаром. Теперь Брежнева чаще отдает предпочтение классическим моделям. Певица не боится пробовать новые образы вне сцены. Во время поездки в Париж в прошлом году Вера примерила более рокерский и хулиганский образ.
Гулять по вечному городу романтики Брежнева предпочла не в женственных платьях, а в спортивных штанах и кожаной куртке. Вместе с вместительным рюкзаком получился идеальный комплект для туристической поездки. Новым туристическим луком Вера порадовала поклонников из путешествия по Италии. Для велосипедной прогулки Брежнева выбрала обтягивающую укороченную кофту и бежево-песочные шорты классического кроя. На пляж с Верой Брежневой главное правило – многообразие фасонов понежиться на солнце большинству из нас, к сожалению, удается реже, чем хотелось бы. Именно поэтому время на пляже надо использовать на все 100, чтобы успеть не только приобрести эффектный загар, но и продемонстрировать все свои купальники. Захватить с собой в отпуск стоит несколько моделей. В закрытых купальниках можно начать принимать солнечные ванны, а потом уже перейти к бикини. Вера с семьей с удовольствием выбирается на море. Коллекция купальников у певицы не менее впечатляющая, чем коллекция платьев. Вера не ограничивает себя ни в фасонах, ни в цветах. Летом именно пляж становится одним из основных мест действия модных битв, и вооружиться по такому случаю надо как можно тщательнее. В прошлом году на отдыхе в Таиланде Брежнева продемонстрировала сразу 2 ультрастильных предмета. Сначала певица нежилась на пляже в черном купальнике со шнуровкой по бокам и в области декольте, в нем же она появилась в фотосессии для мужского журнала, такие модели популярны в этом сезоне. На последний день отпуска Вера припасла эффектное золотое бикини. Певица приняла верное решение. Оттенки золота прекрасно смотрятся на уже загоревшем теле. Не отказывается Брежнева от вечной морской классики. Такой фасон всегда смотрится выигрышно на пляже. Кроме того, купальники в яркую полоску снова на пике моды. Консерваторы могут остаться верными красному и синему цветам, ну а для тех, кто хочет добавить к классическому маринистическому пейзажу экстравагантных штрихов, дизайнеры в этом году подготовили красочную палитру. Полоска может быть и диагональной, и вертикальной, а среди самых модных цветов можно найти и ярко-розовый, и насыщенно-фиолетовый. Не поскупились модельеры и на декоративные элементы. Впрочем, отдых на море для Веры подразумевает не только принятие солнечных ванн. Отправляясь в отпуск, важно помнить об одежде для походов в прибрежные ресторанчики и для променадов по набережным. Вера предпочитает свободные белые платья из натуральных тканей, туники и мини-шорты. Не самым удачным фасоном можно назвать купальник в зелено-голубой гамме с лифом банда от Чарльз Видоне. Цвета подобраны отлично, это естественные природные оттенки,
которые часто встречаются и в морских пейзажах, но из-за коротких волнистых краев купальник смотрится слегка небрежно. Зато Веру можно похвалить за самоиронию. «Умею надувать живот вот так», — подписала снимок знаменитость. В отличие от некоторых селебрити, которые стремятся в любой жизненной ситуации выглядеть как на обложке или злоупотребляют гиперсексуальными нарядами, Вере Брежневой удается соблюдать баланс между гламуром и естественностью. За это ее и ценят ее многочисленные поклонники, она стала настоящим образцом для подражания. Своим стилем одежды Вера доказывает, что не обязательно ждать, когда тебя пригласят на светский раут, и в повседневной жизни можно выглядеть модно. Кроме того, Вера сотрудничает со многими демократичными брендами одежды и парфюмерии, а значит, повторить стиль Брежневой могут позволить себе многие. Скажем честно, тот факт, что даже в ее гардероб, который многие считают идеальным, порой закрадываются ошибки, обнадеживает. Решение к задаче «как выглядеть безупречно» можно получить, если пробовать разные образы и проводить работу над ошибками. А вам импонирует стиль Веры Брежневой? Какие идеи вы бы взяли на заметку? Фото Getty Images. Инстаграм фото архивы пресс-служб.